Здравствуйте, раки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад сегодня на неделю. Мы сделаем неделю с 27 апреля по 3 мая. Давайте посмотрим, что вас ожидает в этот загаданный отрезок времени, что у раков произойдет. Опять-таки у большинства из вас. Помним, что это общий таро-прогноз, что он не личный, он не индивидуальный. Надеюсь, тем не менее, что большинству из вас он подойдет, будет перекликаться с событиями, которые происходят в вашей жизни. Итак, раки, давайте посмотрим, что ожидает вас. Период с 27 апреля по 3 мая и по дням недели, соответственно, мы делаем расклад. Кто ранее смотрел мои видео, 2 колоды. Из первой колоды основной сначала достаем карты, затем из второй дополнительной колоды для уточнений, каких-то разъяснений смотрим на те комбинации карт, которые у вас выпадут, и уже их с вами вместе последовательно разбираем. Итак, раки, водная стихия, у нас водный знак зодиака, раки. Неделя с 27 апреля по 3 мая. Давайте посмотрим, что же она вам готовит. Итак, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта у вас карта 8 мечей, карта переживаний, возможно, о чем-то думаете, что-то, возможно, вас угнетает. Вы по 8 мечей можете сталкиваться с препятствиями, которые возникают в этот день, и они могут действительно быть таким камнем преткновения для вас. Возможно, вы где-то не уверены в своих силах или в своих возможностях, и своими мыслями, накручиванием себя, ограничиваете себя от каких-то возможностей или каких-то действий, которые вы могли бы сделать и добиться успеха, но почему-то этого не делаете. То ли потому, что сами в себя не верите, то ли потому, что вам кто-то говорит, что у вас это не получится. То есть здесь может быть вот такое вот нагнетание обстановки, нагнетание ситуации, даже там, где для этого нет основных причин каких-то важных, весомых. Итак, давайте посмотрим, что еще здесь у раков может быть в понедельник с 8. Видите, при вас же достаю карты, и та же самая карта у вас все равно выпадает на этот день. Не знаю, надеюсь, не у всех именно отыграется, вот в таком вот контексте эта карта, тем более за ней еще идет 5 чаш. Сама по себе 8 мечей, она, не так, чтобы прям ужасная такая, Тут больше про ваше внутреннее состояние может идти речь, о том, что вы себя сами накручиваете, вы сами себе такую создаете мысленную ситуацию или обстановку в голове. И, то есть постарайтесь отгонять от себя какие-то мрачные мысли, постарайтесь думать позитивнее, постарайтесь как-то оптимистичнее смотреть на вещи в прогностике, на будущее. То есть не сомневайтесь в себе и в своих возможностях, и не убеждайте себя, и не позволяйте другим убеждать, что что-то будет плохо. Давайте посмотрим следующее, 5 кубков. Могут быть какие-то и неприятности в целом у вас в доме, допустим, когда в семье, когда кого-то что-то беспокоит, может, из близких, и вы перенимаете это состояние, или за них переживаете тоже. Или какой-то конфликт здесь созрел у вас, и, соответственно, вы по 5 кубков из-за этого волнуетесь. То есть здесь вот эта печаль и переживание из-за этой ситуации может быть, что что-то не сложилось, но при этом вы понимать должны, что у него за спиной стоят кубки, не пролитые, не перевернутые, и это как возможность для дальнейшего роста и каких-то перспектив. То есть не отчаивайтесь на том, что начало недели может не совсем задаться. Все дальше будет хорошо. Давайте посмотрим дополнение к этой 5 кубков. Вот она у вас выпала, соответственно, идет 4 пентаклей. Вы можете переживать из-за своего статуса или финансового положения какого-то, из-за того, что вы как будто несостоятельными можете себя считать в какой-то финансовой ситуации. Может быть, по 4 пентаклей вы здесь переживаете, что
или обижаетесь, да, что кто-то вас в чем-то ущемляет, может быть, в ваших правах финансовых или там, в ваших деньгах, в ваших вот каких-то сбережениях. Вы можете быть очень скупыми и можете мало тратить здесь. И это тоже, знаете, может быть, у вас есть потребность там что-то купить, а вы себя как будто от этого ограничиваете. Тоже такой вариант может быть. Либо кто-то вас осуждает за то, что вы чересчур скупы, к примеру. Идет следующая карта у вас тройка жезлов. Здесь по тройке жезлов в среду в целом, вот знаете, как смотрит он вдаль, думает о перспективе, думает о будущем. Появляется мысль о том, что ну не все так плохо, да, есть какая-то перспектива в дальнейшем, есть надежды лучшие да, в дальнейшем, да, на будущее. И по этой тройке жезлов вы думаете, как дойти к той вершине, которая бы вас удовлетворила. То есть что для этого нужно сделать, какие шаги приложить, соответственно, какие усилия да, для того, чтобы благодаря своим действиям, своему труду прийти к этой ситуации или к материальному благополучию, на которое вы рассчитываете. То есть по тройке жезлов здесь вот такой момент. Может быть, здесь вы ищете поддержки у других людей, чтобы они помогли и вам дойти до этой вот вашей цели тоже, ну или кому-то помогаете, потому что тройка — это всегда участие, соучастие, да, группа с другими людьми, с которыми вы можете вместе работать. Давайте посмотрим по тройке жезлов, что еще здесь у раков может быть на среду. Почему тройка жезлов? Есть карта Солнца, прояснение ситуации, понимание, что делать дальше, как я уже говорила, какие шаги предпринимать, соответственно, здесь. То есть ясный ум, понимание четкости будущего, которое у вас здесь появляется. Может быть, радость, связанная с тем, что вы понимаете, что кто-то вас поддерживает, или вы можете кому-то помочь или кого-то поддержать, и это вас радует тоже. Дальше идет семерка кубков, и семерка кубков карта вариантов, карта выбора, карта возможностей, которые у вас есть, но вы можете сомневаться в том, какой из вариантов будет лучше, и вы начинаете здесь много фантазировать, додумывать, думать по этой карте. Для творческих людей может быть хорошей картой вдохновения и творчества, и да, может быть, действительно вы что-то можете такое вот новое здесь создать, сотворить. Но вот по семерке кубков в любых других вариантах здесь либо фантазии, иллюзии, воздушные замки, которые вы строите, либо конкретные совершенно варианты, которые у вас в этот день предлагаются, выпадают вам, и вы думаете, какой из этих вариантов будет лучше, какой больше вам подойдет. Но вот по семерке кубков вы, правда, как будто рассматриваете эти как варианты пути. Вот как, знаете, как на перекрестке. Налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь. То есть вы рассматриваете эти варианты, но при этом десятка мечей, ощущение может быть страдания и стресса от того, что вам приходится вообще выбирать, от того, что у вас вообще возникает это раздорожье и необходимость сталкиваться с такой ситуацией. Может быть, в отчаяние вас вгоняет то, что вас заставляют принимать какое-то решение или делать определенный выбор. И дальше десятка кубков — это семья, и все, что связано с семьей, все, что связано с детьми, с мужем или женой, да, смотря кто смотрит сейчас это видео, здесь могут решаться какие-то важные семейные вопросы, которые повлияют, да, на вашу семью, ваших близких. Но в основном это все же карта счастья, вот этого душевного спокойствия, то есть желание, чтобы была гармония, мир и спокойствие в семье, и вы для этого что-то делаете. И в целом вы, скорее всего, счастливы от того, что здесь происходит. Может быть, здесь встречаетесь с вашими близкими, там какие-то поводы есть для встречи, или просто в конце недели едете к ним в гости. То есть здесь вот такая атмосфера, такой вайб, соответственно, этой карты в конце недели. Ну и давайте посмотрим для раков дополнение. Почему десятка кубков? Здесь карта шестерка кубков тоже делает акцент на уют, семью, все, что связано с детьми, там, с родителями, вот этими вот, со связью поколений, да, родительскими, ну, отцовскими и детскими взаимоотношениями. Также здесь может быть и какая-то ностальгия о прошлых каких-то ситуациях, которые были у вас в семье, или каких-то воспоминаниях из детства, или вы вспоминаете о том, как дети ваши были маленькими, может быть, вот как листаете альбом, что-то вспоминаете такое. То есть здесь вот такая ностальгическая нотка, которая может быть, ну да, и юбилеи, и праздники, может быть, повод встретиться с близкими, что-то отметить, опять-таки, как будто вспомнить
да, вместе, какие-то былые времена. Следующая карта у вас тройка кубков. Тоже здесь кубки они поднимают, что-то отмечают, радуются, веселятся. Может быть, тоже что-то как либо отмечаете, радуетесь встрече с другими людьми. 3 это всегда опять-таки 3 и более людей. Либо по тройке кубков успешное событие. Вот что бы это ни было, вы в чем-то добиваетесь успеха в этот день, и это вас радует, и вы хотите этим успехом поделиться или этой новостью с окружающими, может быть, со своими друзьями, да, что-то получилось сделать, и вы звоните там своей подруге и говорите по телефону, что, представляешь, вот мне удалось там то-то, то-то, то-то. То есть похвастаться, рассказать, потому что вы хотите как будто бы, чтобы другие тоже за вас порадовались, похвалили или что-то вот в этом духе. Давайте посмотрим тройка кубков, что здесь еще может быть у раков, да, может быть и встреча с друзьями, просто какая-то карта мир. Но опять мир это успешное завершение, то есть успех, радость от этого успеха, ощущение триумфа, желание делиться этим триумфом и достижениями с другими людьми. Может быть, так как это мир, поездка по миру, с кем-то встречаетесь, с кем-то общаетесь, может быть, даже на расстоянии с кем-то переписываетесь, не путешествуя физически, да, но вы как будто бы переписываетесь и общаетесь с этим человеком там, или созваниваетесь и делитесь своими там мыслями какими-то или успешными новостями. Дальше карта правосудия, карта весов. Может быть общение с человеком знака весы. Возможно, здесь решение каких-то вопросов бумажных или юридических, хотя это выходной день, даже не знаю. Чаще в бытовом плане эта карта означает выяснение отношений. То есть возникает какая-то спорная ситуация, и вы хотите от человека добиться вот правды, истины, вы пытаетесь здесь свою точку зрения сказать. Может быть, это другому человеку не нравится, это может вызвать определенные конфликты какие-то. Может быть, даже вы как будто бы попадаете в такой треугольник, где вы кого-то пытаетесь разнять, если кто-то ссорится, или кто-то пытается вас рассудить, если вы с кем-то вступаете в конфронтацию, как в судебных, да, отношениях. То есть есть подающий, соответственно, да, иск, есть защитник, да, есть вот эти вот стороны, соответственно, обвиняемого и того, кто выдвигает обвинения, адвокаты, которые защищают. То есть вот здесь возникают вот эти вот взаимоотношения, может быть, на бытовом уровне, там, в семье. Поэтому карта правосудия. Но в целом здесь вам хочется справедливости, хочется какого-то равновесия в этих весах, хочется баланса. И по этой карте, вы к этому, соответственно, стремитесь. Да, если мы говорим про то, какую работу вы выполняете и как, то вы очень ответственно все здесь делаете правильно, честно, да, в соответствии со своими моральными какими-то установками, устоями. Давайте посмотрим, раки, что здесь еще у вас может быть. Карта королева кубков, водная стихия, ваша стихия. Вы очень чувственными можете быть, очень эмоциональными в этот день. Ну и опять, если какой-то спорный момент возникает, то вы, скорее всего, добиваетесь успеха в этом споре. Вот как раз благодаря, опять-таки, своей возможности здесь как-то договориться, включить эти качества по королеве кубков. Внимание, умение вовремя что-то сказать или правильные слова подобрать. То есть вот такие здесь у вас, соответственно, выпадают карты. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая для раков мы завершаем. Всем, кто смотрел это видео, досмотрел до конца, желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, берегите своих близких. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, если еще этого не сделали. Ну и также оставьте сообщение или лайк, если вам видео понравилось.